Беспорядки в Петрограде в конце февраля 1917 года запустили процесс падения царской власти. Вслед за отречением Николая II Комитет Государственной Думы образовал Временное правительство во главе с князем Львовым. Позже его возглавил один из видных антицарских оппозиционеров Александр Керенский. Временное правительство в разгар тяжелейшей войны с Германией, Австро-Венгрией и Османской империей принялось проводить либеральные реформы. Оно прямым текстом заявило, что не считает военные действия оправданием для их затягивания. Была объявлена полная и немедленная амнистия по политическим и религиозным делам, введена свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, упразднена полиция. Правительство потому называлось временным, что обязалось подготовить страну к учредительному собранию, которое было призвано определить форму правления и государственное устройство России. Министры Временного правительства обещали не разоружать и не выводить из Петрограда воинские части, принимавшие участие в февральской революции. Временное правительство работало параллельно с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, чьи решения нередко саботировали его работу. Фактически в стране установилось двоевластие, но симпатии петроградских солдат и матросов почти всецело были на стороне Петросовета. Прежде чем продолжить, хотел бы порекомендовать вам каналы Хисторем, Историческая парадоксия, Яна Огнева, а также Лев Сан-Марко и Аттила. Ребята выпускают ролики по малоизвестным темам и фактам из истории России и других государств. Вас ожидают классное оформление и нестандартная подача материала. Если вы хотите быть в курсе всех новостей канала, а также читать интересные посты на разные исторические темы в моем исполнении, добро пожаловать в телеграм-канал History Empire. Также вы можете посетить мой сайт и ознакомиться с моей научно-исторической деятельностью вне Ютуба, почитать мою книгу «Пруссия. Королевство Гогенцоллернов», где я рассказываю о пути Пруссии к объединению Германии и ее становлении как одного из сильнейших государств Европы. Все ссылки в описании. Лучков, Милюков, Керенский и другие лидеры бывшей Государственной Думы не сумели справиться с бременем власти. Страна за несколько месяцев погрузилась в социальный, экономический и политический кризис, неспособность политиков договориться и сформировать сильный кабинет, бесконечные громкие речи, обещания населению сохранить завоевание революции, наведя притом порядок в стране, только ослабляли авторитет власти. Амнистия заключенных вкупе с отменой полиции и отказом правительства от репрессивных мер приводили к росту преступности, инфляции, продовольственный кризис, провал продразверстки и хлебозаготовок разрушали экономику России. Обострилась и проблема сепаратизма. 4 марта 1917 в Киеве была основана Центральная Рада. На тот момент сторонников автономии в составе России было больше, чем самостийников, однако Временное правительство согласилось признать Центральную Раду законным правительственным органом Украины на том условии, что та соглашалась отложить вопрос определения статуса страны до Всероссийского учредительного собрания. Национальные движения аналогично развивались в Закавказье, Средней Азии, Прибалтике и Великом княжестве Финляндском. Нестабильность в тылу влияла и на положение на фронтах. Приказ номер 1 Петросовета положил начало демократизации армии, передавал власть в частях от офицеров к солдатским комитетам, получившим право изымать все оружие. Дисциплина в частях катастрофически падала, равно как и боевой дух. Попытки создания добровольческих ударных соединений из наиболее стойких бойцов не могли сами по себе исправить ситуацию. Приказ номер 1 получил быстрое распространение, поскольку солдаты, в большинстве своем крестьяне, к тому времени уже устали воевать вдали от своих родных деревень, мечтали вернуться домой и, что немаловажно, получить помещичью землю. Боясь утратить поддержку аристократии и буржуазии, крупных помещиков, Временное правительство, как и впоследствии Белое движение, откладывало решение аграрного вопроса до все того же учредительного собрания. Неудивительно, что программа эсеров, социалистов-революционеров о всеобщем переделе земель помещиков получила популярность в крестьянской и солдатской массе, а Временное правительство со временем стало восприниматься чуть ли не как контрреволюционное. Июньское наступление Юго-Западного фронта, поначалу проходившее успешно, закончилось провалом. Солдаты отказывались идти в дальнейшие атаки навстречу пулеметному и артиллерийскому огню, преодолевать мощную вражескую оборону. Доблестные атаки добровольцев-ударников не поддерживались их товарищами, предпочитавшими митинговать в тылу. Наступление, которое готовилось русской ставкой еще в начале 17 года, но было отложено из-за революции
революции и отречения царя провалилась. Керенский, ставший к тому времени министром-председателем, терял свой авторитет. Офицеры удостаивали его за бесконечные митинги перед солдатами так называемой революционной армии прозвища главноуговаривающего. Накануне из Германии через территорию Швеции и Великого княжества Финляндского в Россию вернулись лидеры большевистского крыла РСДРП во главе с Владимиром Ульяновым Лениным. Последний до того долго жил в Швейцарии и накануне февральской революции довольно слабо представлял себе реальное положение в России. В отличие от думских либералов, он не верил в реальность падения царизма в ближайшее время. Лишь получив известие об отречении Николая и образовании Временного правительства, Ленин со своими сторонниками направился в Россию. Он опасался возможных преследований, связанных в том числе с тем, что он прибыл из Германии, с которой Россия уже 4-й год находилась в состоянии войны. И не зря. Петроградские газеты сразу же стали писать о том, что Ленин германский шпион и получает деньги на свою агитацию от немецкого генерального штаба, связан с финансистом Парвусом. Вопрос о том, насколько большую роль немецкие деньги сыграли в деятельности партии большевиков, до сих пор остается предметом дискуссии среди историков. Одно можно сказать точно. Поначалу сторонники Ленина не пользовались популярностью, находились на полулегальном положении. Куда более сильные позиции были у меньшевиков, эсеров, кадетов и других партий. Министры Временного правительства настаивали на борьбе до победного конца. Но сколько на тот момент это было реально в условиях разложения армии и тыла, в котором большую роль сыграло само правительство, члены которого недавно рьяно критиковали царских министров и императора Николая за неспособность решить проблемы страны, вопрос дискуссионный. Большевики же не стеснялись называть Первую мировую войну войной империалистической, навязанной России Антантой и мировым капитализмом. Они были, пожалуй, единственной в то время политической силой, которая была сторонницей поражения России в войне. Как прямо говорил сам Ленин, большевики планировали превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Пожалуй, наиболее наглядно отношение большевиков к Временному правительству демонстрируют слова Каменева, напечатанные в газете «Правда» 14 марта 1917 года. Наша поддержка ни в коей мере не должна связывать нам рук. Столь же решительно, как мы поддерживаем его в окончательной ликвидации старого режима, монархии, в осуществлении свобод и так далее, столь же решительно мы будем критиковать и разоблачать каждую непоследовательность Временного правительства, каждое уклонение его в сторону от решительной борьбы, каждую попытку связать руки народу или притушить разгорающийся революционный пожар. Мы призываем революционную демократию во главе с пролетариатом к самому неослабному контролю над всеми действиями власти как в центре, так и на местах. Мы должны знать, что пути демократии и Временного правительства разойдутся, что опомнившаяся буржуазия неизбежно попытается удержать революционные движения и не дать ему развиться до удовлетворения коренных нужд пролетариата и крестьянства. Мы должны быть настороже и наготове. Спокойно и хладнокровно взвешивая свои силы, мы должны всю свою энергию употребить на собрание, организацию и сплочение революционного пролетариата. Нам незачем подгонять события. Они и так развиваются с великолепной быстротой. И именно поэтому было бы политической ошибкой сейчас ставить вопрос о смене Временного правительства. Однако после провала наступления Керенского большевики оказались замешаны в организации беспорядков в Петрограде. Солдаты первого пулеметного полка, рабочие и матросы потребовали передать всю власть советам, пользовавшимся куда большим авторитетом среди народных масс, чем правительство. Выступление было подавлено, а Ленин и Зиновьев были вынуждены скрываться в Финляндии. Финские власти охотно укрывали лидеров большевиков, поскольку те в случае прихода к власти в России были готовы признать независимость Финляндии, на что не решалось пойти Временное правительство. Популярный генерал Брусилов после провала июньского наступления был отстранен с поста верховного главнокомандующего. Его преемником стал генерал Лавр Георгиевич Корнилов, потребовавший от Керенского навести порядок в тылу и перевести экономику на военные рельсы, что ранее в Германии проделали Гинденбург и Людендорф. Новый главком был противником самодержавия, но считал необходимым ликвидировать хаос и анархию. Солдатские комитеты были, по его мнению, главной причиной разложения дисциплины в армии. Восстановление власти офицеров в частях, военно-полевых судов и трибуналов, максимальное отдаление армии и флота от политики Корнилов считал необходимым для успешного ведения войны. Пусть даже это и расходилось бы с демократическими реформами правительства. Свои соображения генерал высказал на проходившем в Москве с 25 по 28 августа 1917 года государственном совещании. Керенский за неимением другой, столь же организованной силы был вынужден опираться на Корнилова, но не мог ему доверять
полноценно. Офицерство превозносило главнокомандующего, а министра-председателя считало чуть ли не главным виновником тех бед, что постигли Россию. Генерал предложил Керенскому обсудить план наведения порядка в столице в Могилеве, где находилась ставка Верховного главнокомандования. Опасаясь заговора правых сил контрреволюционной части офицерства, Керенский отстранил Корнилова от должности. Возмущенный генерал отказался признать это решение законным, а генерал Лукомский и остальные высшие офицеры, находившиеся при Корнилове, отказались принять от Керенского пост главковерха. 1 сентября последний в одностороннем порядке и без санкций еще не собравшегося учредительного собрания провозгласил Россию республикой. Керенский принял верховное командование на себя, а Корнилова и его сторонников объявил мятежниками. Генерал двинулся на Петроград. В своем заявлении гражданам России он обвинил Керенского в работе на германский генеральный штаб, в чем в свое время обвиняли Ленина. С большевиков, к слову, сняли все претензии и привлекли тех к организации обороны Петрограда. Железнодорожники в итоге не пустили к столице эшелоны с корниловцами. Бывший главнокомандующий был арестован и направлен со своими соратниками в заключение в город Быхов. Установив диктаторскую власть, Керенский в то же время лишил себя поддержки офицерства, единственной организованной силой, которая могла бы служить опорой Временному правительству. Последняя к концу октября 1917-го утратила контроль над страной и оставалась пассивным. Образовавшимся политическим вакуумом незамедлительно воспользовались большевики. Был создан военно-революционный комитет, фактически штаб восставших. Руководство Петроградского совета депутатов, единственного органа, обладавшего сколь-нибудь реальной властью, перешло к сторонникам Ленина. 25 октября 1917-го красные установили контроль над важнейшими пунктами Петрограда, в том числе главным телеграфом. Оттуда большевики распространяли воззвание гражданам России, в котором сообщали о свержении Временного правительства. Зимний дворец стал последним пристанищем его министров. После непродолжительного сопротивления он был взят, министры арестованы матросами во главе с Антоновым Овсеенко. Керенский эвакуировался на служебной машине в американское посольство, а после неудачной попытки генерала Краснова взять Петроград и восстановить контроль над столицей, Керенский перебрался на Дон, где атаман Каледин даже не захотел дать ему аудиенцию. Так еще недавно правитель крупнейшей державы мира бесславно потерял свою власть. Ленин не случайно торопил своих сторонников захватом власти и свержением правительства. До выборов в учредительное собрание, единственный законный орган, имевший полномочия определить устройство и форму правления российского государства, оставался месяц. За это время большевики планировали сорвать агитацию своих противников и установить контроль над самим процессом выборов. Кадеты были объявлены врагами народа и не допущены к выборам. Центральный исполнительный комитет ВКПБ в то время являлся по сути вторым временным правительством России и был обязан передать власть новому кабинету, определяемому учредительным собранием в случае поражения большевиков на выборах. Они действительно проиграли эсерам, чья земельная программа, как мы уже говорили, привлекала симпатии крестьянства. Последние набрали больше всего голосов в непромышленных районах и на южных фронтах, тогда как большевики лидировали в Петрограде, Москве и других крупных городах. 18-19 января в Петрограде прошло единственное заседание Всероссийского учредительного собрания. Его депутаты провозгласили создание Российской Демократической Федеративной Республики, утвердили закон о земле и в условиях фактического развала русской армии и усталости населения от войны приняли обращение к воюющим державам с предложением заключить перемирие. До принятия основных законов Российской Республики управление страной передавалось Временному президенту, избираемому учредительным собранием на 1 год и подотчетному ему же. Работу над Конституцией вела особая комиссия и завершала ее в 1919 году уже в Париже. После установления контроля над Петроградом, Москвой и другими городами Центральной России, формирование отрядов Красной гвардии, большевики перестали нуждаться в подтверждении своей легитимности. Учредительное собрание с точки зрения большевиков де-факто представляло интересы буржуазии, а не рабоче-крестьянского большинства, потому его работа не имела совершенно никакой пользы. К тому же собрание отказалось утвердить Декларацию прав трудящегося эксплуатируемого народа, конституционного акта большевиков, закреплявшего результаты Октябрьской революции, наделявшего Советы рабочих и солдатских депутатов верховной государственной властью. 12 декабря 1917 Ленин записал в своих тезисах об учредительном собрании. Учредительное собрание
созываемое по спискам партий, существовавших до пролетарско-крестьянской революции, в обстановке господства буржуазии неминуемо приходит столкновение с волей и интересами трудящихся и эксплуатируемых классов, начавших 25 октября социалистическую революцию против буржуазии. Естественно, что интересы этой революции стоят выше формальных прав учредительного собрания. Даже если бы эти формальные права не были подорваны отсутствием в законе об учредительном собрании, признание права народа на перевыборы своих депутатов в любое время. 19 января 1918 в ЦИК принудительно распустил учредительное собрание. У Таврического дворца его депутатов встретил заслон из вооруженных красногвардейцев. Из законов Российской Советской Республики были убраны все упоминания об учредительном собрании. Разгон последнего вызвал волну возмущения и стал одной из причин начала гражданской войны в России. Веками служили русскому царю и считались опорой императорского трона. Казачьи гвардейские полки участвовали в Отечественной войне 1812-го, русско-турецких войнах, Первой мировой и других вооруженных конфликтов. Нередко их использовали для подавления беспорядков, как в революции 1905-1907 годов. Дон стал одним из главных оплотов антибольшевистского движения в конце 1917 года. Сюда направлялись генералы, в том числе освобожденные быховские сидельцы, общественные деятели, офицеры и в целом все те, кто не признал большевистскую власть. Возвращались в родные станицы и казаки, благодарные большевикам за возможность уйти с фронта и не желавшие вступать в новую войну. Атаман Каледин, зная о настроениях казаков, был вынужден попросить вождей добровольческой армии, подробнее о которой мы поговорим далее, покинуть пределы Донской области, ибо не мог дать им той надежной базы, где Корнилов, Алексеев и Деникин могли бы расширить и вооружить свои войска. Вместе с тем в Москве не собирались поддерживать длительный мир с донским казачеством. Большевики не доверяли казакам, боялись их вольницы. К тому же они претендовали и на обширные, плодородные казачьи земли, которые могли прокормить советскую Россию. Попытки ликвидировать казачество, отобрать у казаков земли в пользу донских крестьян, а также Продразверска, привели к восстанию войска Донского и в конце концов заставили донцов заключить союз с добровольческой армией и признать власть генерала Деникина. Осознав, что Украинская Центральная Рада не станет препятствовать проходу контрреволюционных сил на Дон, Ленин принял решение нанести удар по войску Донскому, дабы предотвратить появление на юге России антибольшевистской коалиции. Коммунисты опирались на поддержку рабочих красногвардейцев Донбасса. Одновременно большевики готовились к наступлению на УНР. Ленин рассчитывал передать ведение мирных переговоров украинским коммунистам, действующим в согласии с Советской Россией. Как отмечает военный историк и специалист Николай Евгеньевич Кокорин, план наступления на Киев заключался в охвате города по железнодорожным магистралям со стороны Гомеля и правобережной Украины. Через Харьков и Полтаву наносился главный удар. Руководство им передавалось бывшему царскому офицеру Муравьеву, начальнику штаба Антонова Овсеенко, во время Октябрьской революции арестовавшего Временное правительство. 18 января советские войска начали свою операцию. Силы Муравьева и отряды, наступавшие со стороны Гомеля, вышли к станции Круты, где украинские гайдамаки попытались оказать им сопротивление. Оно было быстро сломлено, и 30 числа красные отряды соединились в Крутах. 5 днями ранее Центральная Рада приняла 4-й универсал, провозглашая независимость Украины. В тот же день рабочие Киевского арсенала и некоторые воинские части подняли восстание, подавленное войсками УНР. Отряды Муравьева не успели на помощь восставшим, поскольку увязли в боях на реке Трубеже. Однако 9 февраля советские войска вошли в Киев, а правительство УНР и остатки ее армии отступили к Житомиру. Первыми большевистскими постановлениями стали декрет о земле, национализировавший всю землю государства и безвозмездно предоставлявший ее в пользование крестьянам, и декрет о мире, призывавший все воюющие стороны к прекращению войны и подписанию мира без аннексий и контрибуций. Страны Антанты категорически отказались от этого. На призывы большевиков откликнулись лишь центральные державы. После свержения Временного правительства пост Верховного главнокомандующего русской армии по уставу принял начальник штаба Ставки генерал Николай Николаевич Духонин. Ленин потребовал от того начать мирные переговоры с немцами, на что тот ответил, что не обладает соответствующими полномочиями. Вождь большевиков объявил того врагом народа и приказал сдать дела прапорщику Николаю Васильевичу Крыленко, давнему члену большевистской партии и одному из руководителей штаба ВРК, бравшего власть в Петрограде.
Петрограде. В качестве места переговоров с немцами был выбран нейтральный Брест-Литовск. Лев Троцкий, возглавлявший советскую делегацию, затягивал переговорный процесс изо всех сил. Он постоянно получал информацию о беспорядках в Германии и Австро-Венгрии, связанных с голодом и усталостью населения от войны. Троцкий ожидал, когда коммунисты и социал-демократы поднимут народные массы, свергнут монархии Гогенцоллернов и Габсбургов. Как то показали дальнейшие события, в падении Германской и Австро-Венгерской империи большевики видели возможность установления коммунистических республик Польши, Венгрии и Германии, что затем должно было запустить процесс падения капиталистического строя и в странах Западной Европы, в том числе в истощенных войной Франции и Британии. Для Берлина ситуация осложнялась еще и тем, что с 1917-го новый император Австрии и король Венгрии Карл Габсбург вел сепаратные переговоры с Антантой, поскольку в обстановке социального и экономического кризиса, тяжелых поражений на фронтах и обострения национальных противоречий не верил в возможность победного завершения войны. Между Берлином и Веной имелись разногласия по вопросу будущей принадлежности польских земель, устройства польского государства. Германское правительство и военное командование понимали, какими соображениями руководствуются большевики. Фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, будущий президент Германии и человек, который передаст в 1933 году власть Адольфу Гитлеру, настаивал на том, чтобы Германия, как бы сильно и срочно она не нуждалась в мире, заключала его только на своих условиях. Фактический развал Восточного фронта открыл немецкому командованию возможность нанести решающий удар на Западе и разгромить Антанту. Соответствующие планы Верховное командование сухопутных войск начало готовить уже после 7 ноября 1917 года, когда стало известно о свержении Временного правительства в Петрограде. Германия ставила перед собой задачи высвободить силы на Востоке и получить необходимое продовольствие для армии и тыла от УНР, с которой также отдельно велись переговоры. В Бресте немецкая делегация тянула время, так же как и Троцкий. Но если тот ожидал начала революции в Германии и Австро-Венгрии, то Германия готовилась после заключения договора с УНР выставить Советской России требование очистить от своих войск Прибалтику, Белоруссию, Украину, Финляндию и Закавказье. Это и произошло 9 февраля 1918 года. В тот же день, ссылаясь на сообщения об антивоенной агитации большевиков в германских частях, о призывах к устранению императора и генералитета, германская делегация во главе с генералом Максом Гофманом потребовала от Советской России незамедлительно очистить прибалтийские области, доление Нарва, Псков, Двинск. Германия настаивала на признании права народов Польши, Литвы, Курляндии, Исляндии и Лифляндии, будущей Латвии и Эстонии, на самоопределение. Для Вильгельма Россия была принципиальным врагом, препятствовавшим экспансии Германии в Восточной Европе. Он считал необходимым изолировать ее в границах Московского царства начала 17 века и отторгнуть западные окраины Российской империи. Здесь находились как черноземные территории, так и важные промышленные центры. Северо-западный край считался одной из самых экономически развитых областей России. Политики, в частности глава германского МИДа Рихард Кюльман и рейхсканцлер Георг Гертлинг, советовали Вильгельму не распространять германскую сферу влияния на всю Прибалтику, дабы не наносить удар по будущим отношениям с Россией. Но куда большее влияние на принятие решений имели военные. Гинденбург настаивал на необходимости присутствия германских войск в регионе для обеспечения безопасности Рейха с северо-востока. В Москве шли дебаты относительно того, принимать немецкие условия или нет. С одной стороны, большевики стремились любой ценой обезопасить свою власть. Сам Ленин считал главным врагом внутреннюю контрреволюцию, для борьбы с которой считал необходимым прекратить войну с врагом внешним. С другой стороны, требования германской стороны никак не соответствовали заявленной концепции большевиков мира без аннексий и контрибуций. Заключение мира на условиях противника могло, как то действительно покажут дальнейшие события, настроить немалую часть населения против советской власти, которая на тот момент установилась практически во всех крупных регионах страны. В конце концов, Троцкий объявил о том, что советская Россия в одностороннем порядке прекращает боевые действия, но при этом мирный договор, предложенный Германией, не подписывает. В ответ немцы денонсировали перемирие, и 18 февраля в разгар проводимой Крыленко демобилизации старой русской армии перешли в наступление по всему фронту от Балтийского до Черного морей. Советская
Россия находилась на грани военной катастрофы. Красногвардейцы и отряды рабочих не могли полноценно сдержать немецкий натиск. Создавалась угроза потери Москвы и Петрограда, где еще продолжало находиться большевистское правительство. Его члены отказывались принять немецкие условия. Ленин же заявлял: для революционной войны нужна армия, а у нас армии нет. Несомненно, мир, который мы вынуждены заключить сейчас, мир похабный. Но если начнется война, то наше правительство будет сметено, и мир будет заключен другим правительством. 3 марта 1918 состоялось подписание центральными державами и Советской Россией Брест-Литовского мирного договора. Россия признавала независимость Финляндии, стран Прибалтики и Закавказья, БНР и УНР. Армия демобилизовывалась, флот передавался Германии. Устанавливались крайне невыгодные для России таможенные тарифы, а по заключенному позже финансовому соглашению Германии еще выплачивалась контрибуция в 6 миллиардов марок. Брестский мир стал одним из катализаторов гражданской войны. Россия отказывалась от территорий, которые были присоединены в течение 300-летнего правления дома Романовых, понесла огромные экономические потери. Договор с центральными державами был сочтен антибольшевистскими силами оскорблением национальной чести, отрезал для белых возможность каких-либо компромиссов с большевиками. Тех обвиняли и в падении международного престижа России, связанного с отказом большевиков от союзнических обязательств перед Антантой. Те, в свою очередь, считали как раз белых предателями национальных интересов России, служащими Антанте. Советские историки, такие как в частности Николай Арсеньевич Карнатовский, называли Брестский мир классическим примером маневрирования в силу объективной необходимости через ряд величайших трудностей для сохранения первого в мире рабоче-крестьянского государства. Они обращали внимание на то, что с падением Германской империи в ноябре 18-го положение договора, в частности о признании лимитрофных государств, потеряли свою юридическую силу. Как пишет Карнатовский, глубокий национальный политический смысл этого договора заключался не столько в том, что было прекращено состояние войны между Советской Россией и капиталистической Германией, сколько в окончательном и решительном освобождении Советской России из антантовских сетей. 19 июля 1918 года была опубликована в печати и утверждена Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Центральная и региональная власть была закреплена за советами рабочих и крестьянских депутатов. Определялись полномочия высших органов власти, ЦИКа, Совнаркома и Всероссийского съезда Советов. Столицей страны становилась Москва. Придя к власти, большевики репрессировали не только все правые и центристские партии, но и левую оппозицию в лице кадетов и меньшевиков. Они национализировали промышленность, банки, средства связи, объявили национальным достоянием все земли и водоемы государства, не только ликвидировали помещичье землевладение, но и объявили частную собственность вне закона, ввели государственную монополию на внешнюю торговлю. Большевистская политика военного коммунизма отменила товарно-рыночные отношения, вводилась всеобщая трудовая повинность, уравнительная оплата труда, к сельскохозяйственным работам привлекались армейские и милицейские части. Страна уже давно жила по карточкам, но в условиях дефицита продовольствия перебои с его выдачей стали уже обычным делом. Еще в марте 1918-го в докладе Совнаркому украинский революционер, давний большевик Александр Дмитриевич Цурупа писал о том, что крестьяне, не получая промышленных товаров, разочаровываются в покупной способности денег и перестают продавать свои хлебные запасы. Делался вывод, что только повсеместное снабжение государством деревень товарами первой необходимости может возобновить поставки крестьянами хлеба в города. Совнарком продолжил политику Временного правительства по усилению продразверстки, но не обозначил конкретные полномочия комиссаров на местах, что приводило к многочисленным злоупотреблениям и в конце концов стало настраивать крестьянскую массу против большевиков. Необходимость восстановления сельского хозяйства заставила советскую власть в 1918 году приступить к возобновлению производства сельскохозяйственных орудий, которое было приостановлено в годы Первой мировой войны в связи с необходимостью увеличения производства патронов и снарядов. Как отмечает Егоров, за 1919 год советская промышленность произвела 160 тысяч плугов, 12 тысяч уборочных машин, свыше 200 тысяч коз, 700 тысяч серпов и других орудий. Белое движение возникло из-за неприятия немалой частью населения разгона учредительного собрания большевиками. Коллективизация, конфискация хлеба в ходе продразверсток на нужды города возмущали крестьянство. Репрессии против
церкви, буржуазии, интеллигенции заставляли эти слои населения искать поддержки у белых. Наконец, Брестский мир, отторгнувший ряд западных территорий и преподносимый большевиками лишь как констатация факта их уже давней независимости от России, возмутил патриотически настроенных граждан. Ленина и его сторонников теперь уже официально воспринимали как германских агентов и предателей России. Точкой кипения стало восстание Чехословацкого корпуса, вооруженного формирования, созданного в годы войны из бывших военнопленных австро-венгерской армии, в основном чехов и словаков, перешедших на русскую службу. 19 декабря 1917 Чехословацкий корпус официально перешел в состав французской армии и приступил к передислокации во Францию через Сибирь и Дальний Восток. Большевики, справедливо видевшие в корпусе серьезную для себя угрозу, попытались его разоружить, что спровоцировало мятеж чехословаков. По всему маршруту своего следования, вплоть до Владивостока, солдаты и офицеры корпуса брали города, где успела установиться советская власть, и ликвидировали местные советские органы. Власть большевиков в Сибири и на Дальнем Востоке была свергнута. Делегаты разогнанного большевиками учредительного собрания искали город, где они могли бы собраться и продолжить свою работу по определению формы государственного устройства и государственной власти в России, а также выработке нового законодательства. Им стала Самара, фактически являвшаяся столицей антибольшевистских сил России. В июле 1918-го Камуч привлек к союзу против большевиков казахскую Алаш-Орду во главе с Алиханом Букейхановым и Мустафой Шакаем. Комитет установил 8-часовой рабочий день, разрешил рабочие и крестьянские собрания, сохранил профсоюзы и фабрично-заводские комитеты. При этом заводы, фабрики, банки и земельная собственность возвращались прежним владельцам, восстанавливались земства и городские думы. Для обеспечения интересов зажиточных крестьян и других собственников земли, а также проведения мобилизации, Камуч направлял вооруженные отряды в сельскую местность. Тем временем в Самаре формировалась так называемая Народная армия Комитета учредительного собрания, где были весьма сильны постреволюционные настроения. Это выражалось в первую очередь в отсутствии у солдат и офицеров погонов, ношение которых было отменено ранее упоминавшимся приказом номер 1 Петросовета. Первоначально Народной армии сопутствовал успех. Был установлен контроль над рекой Волгой, что лишало советскую Россию камского хлеба. Взяты Сызрань, Симбирск и Казань, где находилась половина золотого запаса Российской империи, 650 миллионов рублей, эвакуированного царским правительством еще в 1915 году. Казань была взята 7 августа отрядом полковника Владимира Оскаровича Капеля, который впоследствии получил генеральское звание. На сторону белых в полном составе перешла эвакуированная Академия Генерального штаба. Успехи Капеля заставили Москву сменить руководство Восточным фронтом. 28 июля 1918 бывший царский офицер латвийского происхождения Иоаким Вацетис разработал план контрнаступления силами 1-й, 4-й и 5-й армий. Один удар наносился с Чистополя на Симбирск, другой с Урбаха на Самару. 2-я и 3-я армии наносили вспомогательные удары на Уфу и Екатеринбург. Кокорин полагал, что причиной кризиса наступления стало слабое взаимодействие армии, неготовность к ведению маневренных операций. Атака 2-й армии на Бугульму была отбита. 3-я армия приблизилась к Екатеринбургу, но ей также пришлось отходить. С другой стороны, белым пришлось тянуть на участок вражеского прорыва значительные силы. 28 августа Капель начал обход Свияжска, прервав сообщение Восточного фронта с Москвой. Троцкий, лично прибывший на фронт, вспоминал, что ему пришлось мобилизовать весь личный состав его поезда для борьбы с капелевцами. Сражение длилось около 8 часов, после чего белые были вынуждены отступить. Характерной чертой боевых действий в годы гражданской войны было то, что и белые, и красные военачальники все время были вынуждены выбирать между развитием успеха наступления и занятием обороны. Причем оба этих решения в равной степени были рискованными. Примером этого служит ситуация после взятия Казани. Капель настаивал на дальнейшем наступлении на Москву через Нижний Новгород, пока противник не успел прийти в себя. Однако штаб Народной армии и Чехословацкого корпуса считал этот план рискованным, так как в случае поражения на пути к Москве у белых не осталось бы сил для обороны Казани, Симбирска и столицы Камуча Самары. Эсеры провалили мобилизацию в ряды Народной армии и не воспользовались временем, предоставленным им Капелем во время наступления на Волге. В результате Самара не смогла дать достаточных резервов для удержания фронта.
Угроза падения Восточного фронта и выхода противника к Москве заставила ВЦИК выпустить 2 сентября 1918 года декрет, объявлявший Советскую Республику военным лагерем. Создавались военные школы и курсы для ускоренной подготовки командного состава из рабочих и крестьян. Ленин, возглавлявший Совет обороны, учредил Всевобуч, систему обязательной военной подготовки трудящихся без отрыва от производства. Мобилизация промышленных заводов Центральной России и использование складов императорской армии позволили РККА в плане снабжения на голову превосходить белые армии. Как отмечает Кокорин, свою роль в усилении боевого потенциала Красной армии играли обширные пространства театров боевых действий, отдаленность от фронтов промышленных, военных и политических центров Советской России. По данным историка, если на 15 сентября 1918-го Красная армия насчитывала 452 509 человек, не считая тыловых служб и вспомогательных войск, составлявших еще примерно 95 тысяч, то к 1920-му численность РККА составляла уже 5 миллионов 300 тысяч человек. Еще 29 июня 18 года Совнарком издал декрет о мобилизации бывших царских офицеров и чиновников в Красную армию. Троцкий был сторонником привлечения военспецов под надзором партийных комиссаров, поскольку только так можно было и сохранить идеологический характер РККА и превратить ее в действительно боеспособную силу, могущую переломить ход гражданской войны. Троцкий, получивший пост председателя Реввоенсовета Республики, ездил на своем личном поезде по наиболее угрожаемым участкам фронта, выступал перед солдатами, изучал боевую обстановку. Не имея военного образования, Троцкий имел железную волю и выдающиеся организаторские способности. Он неутомимо следил за формированием новых соединений из разрозненных групп рабочих и крестьян, созданием штабов из партработников, комиссаров и мобилизованных военспецов. Троцкий вспоминал, что к своему поезду он всегда прицеплял пару вагонов, где находились запасы сахара, чая, кожаных курток, чистого белья, табаку и спичек, наручных часов, медикаментов, сапог, биноклей и других подарков. Так он хоть немного хотел укрепить силы истощенных боями отрядов, помимо своих знаменитых мотивирующих речей. 5-я армия РККА быстро получала пополнение, благодаря оставшемуся в руках большевиков мосту через Волгу. Прибыли знаменитые латышские стрелки, мобилизованные еще в годы Первой мировой в царскую армию для борьбы с немцами. Уже 14 августа 1-я армия Тухачевского предприняла попытку захвата Симбирска, но была отбита капелевцами. К началу же сентября положение Народной армии и вовсе стало катастрофическим. Под напором большевиков ей пришлось оставить все захваченные города, а также Самару. В это время лишь бригада Капеля сохраняла боеспособность и за счет быстрых маневров на фронте от Казани до Симбирска прикрывала отход Народной армии. 23 сентября антибольшевистские силы России на государственном совещании в Уфе договорились о формировании единого временного правительства, названного директорией. Председателем был избран Николай Дмитриевич Авксентьев. Директория становилась единственным носителем верховной власти в России. Самостоятельность областных образований упразднялась. С учетом того, что в январе 18-го учредительное собрание провозгласило страну демократической федеративной республикой, положило начало созданию основных законов и конституции РДФР, было провозглашено следование федеративным принципам устройства России. Уфимская директория при этом учла негативный опыт Временного правительства Керенского и заявила о недопустимости политизации вооруженных сил, о необходимости устранения военнослужащих всех рангов от политики. Основными задачами были определены борьба за освобождение России от большевиков, восстановление единства страны, фактическое, а не только номинальное восстановление союзных соглашений с Антантой и, наконец, продолжение войны против германской коалиции, навязавшей большевикам Брестский мир. После целого ряда военных поражений директории Временного всероссийского правительства, образованного 23 сентября 1918 года на государственном совещании в Уфе, ее авторитет чрезвычайно упал в глазах армии. Правительство не обладало реальной властью, а с неудачами на фронте настроение офицерства становилось все более консервативным. 4 ноября на базе министерств и центральных управлений Временного сибирского правительства был сформирован дополнительный орган директории – Всероссийский совет министров во главе с Петром Васильевичем Вологодским. Преимущественно правоцентристский совет министров радикально отличался по политической окраске от гораздо более левой директории. В указе о назначении состава Совета министров вслед за председателем Вологодским был назван военный и морской министр Александр Васильевич Колчак. Колчак появился в Омске
Омске 13 октября. Приезд в Омск адмирала Колчака совпал по времени с крайним кризисом в борьбе между политическими группировками, резко проявившимся в конфликте между директорией и Советом министров, большинство членов которого отказывало в поддержке директории, возглавляемой эсером Николаем Дмитриевичем Авксентьевым. Колчак не поддержал социалистические партии и выступил за консолидацию власти, поэтому поддержал Совет министров. Непосредственным поводом к свержению директории стало циркулярное письмо-прокламация ЦК партии эсеров «Обращение», написанное лично Виктором Михайловичем Черновым и распространенное по телеграфу 22 октября. Это послание имело традиционный революционный заголовок «Всем, всем, всем». В нем осуждался переезд директории в Омск, выражалось недоверие Временному правительству, содержался призыв ко всем членам партии вооружаться для борьбы с Временным сибирским правительством. Вот цитата. «В предвидении возможных политических кризисов, которые могут быть вызваны замыслами контрреволюции, все силы партии в настоящий момент должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены с тем, чтобы в любой момент быть готовыми выдержать удары контрреволюционных организаторов гражданской войны в тылу противобольшевистского фронта». В ночь на 17 октября произошел инцидент, показавшийся очевидцам малозначительным. На городском банкете в честь французского генерала Мариса Жанена представители казачьего офицерства потребовали исполнить русский национальный гимн «Боже, царя храни». У лидеров партии эсеров, присутствовавших на банкете от директории, это вызвало такое раздражение, что они сразу обратились к военному министру Колчаку, потребовав ареста казаков. Сам адмирал вернулся в Омск из поездки на фронт вечером 17 ноября. Не дожидаясь собственного ареста, казаки Волков и Красильников сами произвели упреждающий арест руководителей директории. Всех арестованных офицеры на ночь заперли в помещении городских казарм. Ударную силу этого заговора составили военные, в том числе почти все офицеры ставки. Активную роль в организации свержения директории играл полковник Дмитрий Антонович Лебедев, прибывший в Сибирь из добровольческой армии, считавшийся представителем генерала Антона Ивановича Деникина. В его обязанности входили переговоры с командующими фронтовыми армиями. Генерал Радола Гайда должен был обеспечить нейтралитет чехословацких частей. В поддержку директории не выступила ни одна воинская часть Омского гарнизона. Состоявший из эсеров батальон охраны директории был предупредительно разоружен. Колчак лично в перевороте не участвовал, однако был поставлен заговорщиками в известность и выразил готовность при необходимости возглавить будущую диктатуру. Роль английской военной миссии в перевороте ограничивалась тем, что английские офицеры, будучи проинформированы о перевороте, обещали не вмешиваться в него при условии, что он будет бескровным. Итак, собравшийся на следующее утро после ареста эсеров Совет министров счел, что запертые в казармах сами виноваты в таком повороте событий, а следовательно, сохранение за ними места в правительстве привело бы лишь к дальнейшей дискредитации власти. Исполнительный орган директории на экстренном заседании, созванном премьер-министром Вологодским, принял решение о необходимости принять на себя всю полноту верховной власти, а затем передать ее избранному лицу, который будет руководить на принципах единоначалия. В итоге был избран верховный правитель России – Колчак. Владимир Хандорин в своей работе о личности адмирала так оценивает события этого переворота. Самым слабым и аморфным оказалось демократическое движение, в котором главенствовали эсеры. Уже к концу 1918 года оно было раздавлено большевиками в центре страны и сброшено белыми на востоке, что и привело к власти Александра Васильевича Колчака. Ему передавалось осуществление верховной государственной военной власти. Колчак заявил о своем согласии на избрание и первым же своим приказом по армии объявил о принятии на себя звания верховного главнокомандующего. Обращение верховного правителя к населению, опубликованное 20 ноября 1918 года, гласило: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и порядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам. Верховный правитель адмирал Колчак». Таким образом, приход к власти в Сибири адмирала Колчака, принявшего на себя звание верховного правителя российского государства и главнокомандующего русской армии, концентрация в его руках военной, политической и экономической власти, дали возможность белым оправиться от поражений, понесенных в Поволжье осенью 1918 года. Антибольшевистское движение после омских событий стало гораздо более централизованным. Советский и российский историк Иван Федорович Плотников отмечал, что в правительстве Колчака преобладали сторонники буржуазной республики, но имелись и более консервативные силы. Самого верховного правителя Плотников характеризует как умеренного демократа и республиканца, близкого по взглядам к либерально-буржуазным кадетам, критикует восприятие Колчака как монархиста. Верховный правитель намеревался передать решение о устройстве России после победы над большевиками всенародно-представительному
учредительному органу, но избегал называть его учредительным собранием. Новое название этого органа, по мнению Колчака, не должно было напоминать о событиях января 1918 года, когда депутаты учредительного собрания были разогнаны большевиками. Не будучи диктатором по своим убеждениям, Колчак, впрочем, стал таковым по сути. Вопреки положению о временном устройстве государственной власти в России, верховный правитель часто принимал и подписывал законопроекты единолично, без предусмотренной законом санкции Совета министров. Последний был вынужден мириться с этим, понимая, что в противном случае может быть в любой момент разогнан по приказу Колчака. Адмирал запретил празднование годовщины февральской революции, восстановил почти все высшие ордена Российской империи, за исключением тех, награждение которыми было прерогативой императора. Важная роль отводилась и церковной политике. Было учреждено Главное управление по делам вероисповедания, возобновлено преподавание закона Божьего. Омский церковный собор в апреле 19-го утвердил Колчака в качестве временного главы Русской Православной Церкви на незанятых большевиками землях до полной победы в войне и передачи предстоятельства патриарху Тихону. Вместе с тем адмирал не привлекал духовенство к активной борьбе с большевизмом, не все священники поддерживали власть Колчака. Верховный правитель, исходя в первую очередь из военно-стратегических соображений, уделял большое внимание наведению порядка на железных дорогах. К лету 1919-го поезда стали ходить по расписанию, число эксцессов и беспорядков сократилось. Если организацией обороны Советской России руководил Реввоенсовет Республики, то в Сибири аналогичные роли выполнял Совет Верховного Правителя. Он состоял из приближенных к Колчаку министров и в реализации своих постановлений не был связан лишними бюрократическими препятствиями. Колчак проводил не только политическую централизацию, но и реорганизацию управления армией. 18 декабря он учредил Оренбургский, Западносибирский, Среднесибирский и Дальневосточные военные округа. Адмирал принял немало мер по усилению пропаганды в войсках. 28 июля 19-го он приказал офицерам разъяснять крестьянам цели войны: единство России, защита православной веры и национальных святынь, борьба с большевиками за возможность решить насущные вопросы через Всероссийское учредительное собрание. Аэропланы сбрасывали листовки с агитацией над позициями большевиков. Либеральные партии выражали поддержку правительству Колчака и призывали укреплять оборону государства. Подобно Советскому институту комиссаров, в армии Верховного правителя формировались группы агитаторов, призванные повышать боевой дух войск. Колчак отменил постановление Комитета учредительного собрания от июня 1918 года о возвращении всей собственности, конфискованной после Октябрьской революции, прежним владельцам. Тем самым он стремился заручиться поддержкой крестьянства. Как отмечает Плотников, в аграрной политике верховный правитель пытался повторять опыт столыпинских реформ, но полная передача земли крестьянам на безвозмездной основе, как то в Советской России обещали сделать большевики, да еще и в обход учредительного собрания, правительству Колчака казалось слишком радикальным шагом. Имелась и другая проблема. Сибирское крестьянство имело достаточно хлеба, доставить его на фронт не могли вовремя и в полных объемах из-за проблем с логистикой. Реквизиции продовольствия в прифронтовых зонах приводили к восстаниям крестьянства, распространению среди них симпатий к коммунизму. Недовольны были и рабочие, для которых поденная система оплаты труда, введенная большевиками, была выгоднее сдельной. Льстило им и обещание Ленина установить в стране диктатуру пролетариата, что сделало бы рабочий класс центральной политической силой России. Все это, а также падение уровня жизни в промышленных районах Сибири и Урала настраивало рабочих против Колчака. Командование Восточного фронта РККА планировало на 30 ноября 1918 года начало наступления на Красноуфимск и Екатеринбург силами 2-й и 3-й армий. Однако днем ранее Екатеринбургская группа Сибирской армии белых нанесла упреждающий удар в направлении Перми, имея затем целью выйти к реке Каме и поразить фланги противника. Первый среднесибирский корпус Прикамской группы генерал-майора Анатолия Николаевича Пепеляева, брата премьер-министра Колчака Виктора Пепеляева, нанес поражение 3-й армии РККА и начал продвижение к Кунгуру и Перми, чтобы
Чтобы облегчить положение последней, штаб Восточного фронта Красных предпринял попытку наступления силами второй армии на Красноуфимск против Прикамской группы. Но наступление развивалось медленно и вследствие больших потерь вскоре прекратилось. 21 декабря Пепеляев взял Кунгур, а в ночь с 24 на 25 декабря сибирская армия, составленная из Екатеринбургской и Прикамской войсковых групп, вошла в Пермь. Советское командование оказалось перед лицом военной катастрофы. Потеря Вятки привела бы к крушению левого фланга Восточного фронта. Положение большевиков спасло наступление 5-й армии, заставившей Поволжскую группу 31 декабря 18 года оставить Уфу. Теперь уже советские войска могли угрожать левому флангу и тылу сибирской армии. Колчак был вынужден издать директиву о переходе к обороне. Несмотря на то, что в целом наступление белых во фланг Восточного фронта РККА было сорвано, нарком по делам национальностей, член ЦИК Иосиф Виссарионович Сталин и руководитель ВЧК Дзержинский в разговоре с Лениным 29 января 1919 года назвали события под Пермью катастрофой. Сталин вступил в настоящее противостояние с председателем Реввоенсовета Троцким, которое началось еще в Царицыне. Об этом более подробно поговорим позже. Последний обвинялся Иосифом Виссарионовичем в неспособности обеспечить должную координацию действий 2-й и 3-й армий Восточного фронта, в плохом материальном снабжении войска и так называемом засорении армии классово чуждыми элементами. И Сталин и Дзержинский утвердились в необходимости тотального контроля комиссарами действий военспецов, незамедлительного удаления из армии политически неблагонадежных элементов. К началу марта белые и красные имели на Восточном фронте примерно равные силы. На севере против сибирской армии 51 тысяча человек были сосредоточены 2-я и 3-я армии РККА общей численностью в 50 тысяч бойцов. На юге 14-тысячная отдельная Оренбургская армия атамана Дутова, загнанная в Тургайские степи, противостояла 1-й, 4-й и туркестанской армиям большевиков общей численностью в 36 тысяч человек. Последние должны были, нанося удар на Троицк и Челябинск, прорвать левый фланг войск Колчака, а также, заняв Уральскую и Оренбургскую области, соединиться с Туркестанским фронтом РККА. Однако центр красных был ослаблен. На фронте 40-тысячной западной армии была сосредоточена 11-тысячная 5-я армия РККА. Севернее железной дороги Самара-Златоуст была развернута ударная группировка западной армии. Таким образом, левый фланг Колчака уступал по силам правому флангу красных. Однако центральная группировка под руководством генерала Ханжина по своей численности почти в 4 раза превосходила красных. Направления Пермь-Вятка и Самара-Саратов были прикрыты слабо, что давало Колчаку возможность нанести 2 прямых удара на Москву, либо же сначала соединиться с Северной областью генерала Миллера через Котлас и Деникиным через Саратов. Установив взаимодействие между внутренними флангами фронтов, белые получили бы возможность нанести удар на Москву с 3 сторон. Однако Николай Евгеньевич Кокорин считал нерациональным растягивание направления ударов армии Колчака на Москву в условиях недостатка резервов, численного превосходства Красной армии и затраты дополнительного времени на установление связи со слабой Северной областью Миллера. Верховный правитель сам снижал свои шансы на успех. К концу апреля 1919-го армии Колчака вышли на поступы к Казани, Самаре и Симбирску. Они захватили большие территории со значительным экономическим потенциалом, что давало белым базу для дальнейшего наступления на Москву. Однако ухудшение погодных условий в середине апреля, разлив рек осложнили связь между частями, а также процессы их снабжения. Развить первоначальный успех белые не смогли, но они сорвали наступление Восточного фронта РККА на Троицк и Челябинск. 28 апреля южная группа Восточного фронта РККА перешла в контрнаступление и отбросила западную армию за реку Белая. С 25 мая по 19 июня та вела упорные бои за Уфу, но потерпела поражение и была вынуждена отходить к Челябинску. В сентябре 19-го белые одержали победу в Тобольской наступательной операции, были близки к разгрому 3-й армии РККА и отбросили противника на 100 километров от Тобола. Это сыграло не
последнюю роль в первоначальном успехе продвижения вооруженных сил Юга России к Москве. Однако затем Восточный фронт РККА перешел в контрнаступление. Генерал Дитерикс принял решение отступать вглубь Сибири, оставляя противнику столицу верховного правителя Омск, а затем контратаковать истощенного маршами по огромным пространствам Сибири противника. Но Колчак понимал, что оставление Омска подорвет авторитет правительства и приведет в движение все враждебные адмиралу силы в тылу, влияние которых росло из-за репрессий Колчака в отношении противников его власти. Рассчитывали восстановить фронт на рубеже Томск, Новониколаевск, Барнаул-Бийск, однако 14 декабря армия Колчака продолжила отступление. В ходе Великого Сибирского ледяного похода войска оставили Западную Сибирь и прошли более 2000 километров. Новый главком Восточного фронта Белых генерал Капель, герой взятия Казани, пытался восстановить фронт по Енисею, пока верховный правитель спешно перебирался в Иркутск. Однако после восстания полицентра и взятия города эсеры при попустительстве французского генерала Жанена и чехословаков передали адмирала большевикам. Капель и Войцеховский предприняли попытку освобождения верховного правителя. Начались бои за Иркутск, ставшие самыми ожесточенными за весь период гражданской войны. Обе стороны пленных не брали. Войцеховский был вынужден прекратить атаки на город, когда получил известие о расстреле адмирала Колчака и его премьер-министра Виктора Пепеляева 7 февраля 1920 года. Его войска с боями начали отход в Забайкалье, подчинявшиеся атаману российской восточной окраины Григорию Семенову. Пост верховного правителя России перешел к генералу Деникину, который официально так и не вступил в должность. Уже 4 апреля 1920-го он сам подал в отставку с поста главнокомандующего ВСЮ, передав дела генералу Врангелю. Наименее активным фронтом гражданской войны в России был Северный. Здесь располагалась область генерала Евгения Карловича Миллера, возглавлявшего сопротивление большевикам в Мурманске и Архангельске. 2 августа 18 года Союз Возрождения, возглавляемый эсером Николаем Васильевичем Чайковским, поднял восстание в Архангельске. Большевики имели в городе 3000-й гарнизон, но слухи о предстоящей высадке 9000-го британского десанта заставили их оставить Архангельск. Отдельные отряды РККА перешли на сторону восставших, а рабочие типографии, не получавшие жалования, наотрез отказались печатать номер Архангельской правды, где местный комитет ВКПБ призывал оказать сопротивление врагу. Правительство Северной области в ноябре 18-го пригласило Миллера занять пост генерала-губернатора. В июне 19-го он принял должность главнокомандующего Северным фронтом. Миллер признал Колчака верховным правителем, однако непосредственная связь области с Омском, где располагалось правительство адмирала, было затруднено. Британский контингент не принимал участия в боевых действиях против большевиков, лишь обеспечивал функционирование правительства Северной области. Осенью 19-го кабинет Ллойд Джорджа прекратил поддержку антибольшевистских сил в России. Поставки боеприпасов в Архангельск больше не проводились. Исчерпав возможности к сопротивлению, в феврале 20-го Миллер эвакуировал часть военнослужащих и гражданского населения в Норвегию. После февральской и октябрьской революций в Прибалтике усилились сепаратистские движения. Латышская буржуазия не желала признавать власть нового большевистского правительства России. В связи с этим Латвия и другие прибалтийские страны все больше прибегали к помощи иностранных государств, в первую очередь Германии. От имени Рижской городской думы представители прибалтийско-немецкого дворянства и латышская буржуазия подписали петицию к Вильгельму II с просьбой о присоединении Латвии и Германии. В ответ на это 6 января 1918 в Риге большевиками была организована массовая демонстрация. С 28 по 31 января в Петрограде Латышский Временный Национальный Совет принял решение о выходе Латвии из состава России. Прибалтика рассматривалась как колония Второго Рейха. После подписания Брестского мирного договора Россия лишилась Курляндии, Риги и Манзунских островов. Германия получила право ввести войска в Лифляндию и Эстляндию. 8 марта 1918-го курляндские бароны созвали Курляндский Лантаг. 20 марта схожие меры были приняты немецкими властями в Рижской думе, а 10 апреля в Лифляндском земском
собрании. 12 апреля в Риге на Объединенном собрании Лифляндии, Эстляндии, города Рига и острова Эзель было объявлено о создании Объединенного герцогства Балтийского. В его состав вошло и Курляндское герцогство, связанного личной унией с королевством Пруссия, правителем которого был германский кайзер Вильгельм II. Создание Балтийского герцогства подтолкнуло Германию к нарушению статей Брестского мира, отторжению Прибалтики от Советской России. 27 августа 1918 между советским и германским правительствами был заключен новый договор, который дополнял условия Брестского мира. Из-за сложившейся угрозы похода немецких войск на Петроград, советское правительство было вынуждено признать отделение Лифляндии и Эстляндии от России. С падением Германской империи в начале ноября 1918 Красная армия занимает территории Прибалтики, Белоруссии и Украины вслед за отступавшими немецкими армиями. К началу января 1919 РККА приблизилась к Ревелю. В Нарве 52 дня существовала эстлянская трудовая коммуна. Контрнаступление эстонцев стало возможным благодаря британской помощи, высадке добровольцев в Финляндии и поддержке Псковского корпуса Северо-Западной армии. 14 января 1919 был взят Тарту, через 5 дней Нарва, а к началу февраля части эстлянской коммуны и 7-й армии РККА были выбиты из Эстонии. В декабре 18-го Красная армия заняла Швенчонис, Утяну и Рокишес. В апреле 1919-го Польша заняла Вильно, который был не только столицей Великого княжества Литовского, но и одним из культурных центров польского государства. Значение Вильна для поляков было не меньшим, чем значение Львова, столицы Галицкой Руси, королями которой себя именовали правители Польши с конца XIV века. Весной 1920-го началась активная фаза советско-польской войны, о которой более подробно мы поговорим позже. Москва договорилась с литовским правительством, перебравшимся в Каунас, о пропуске через территорию страны советских войск. В обмен Совнарком был готов передать Литве Виленские и Гродненские края после окончания войны. Еще недавно литовская армия сражалась против Советской России, но теперь в Каунасе были готовы оказать содействие большевикам, считая Польшу Пилсудского главным врагом Литовской Республики. Условия мирного договора между РСФСР и Литвой были согласованы к 12 июля 1920 года. 27 августа литовская армия вошла в переданный Советской России Вильно. Впрочем, уже 7 октября соратник Пилсудского генерал Марцин Желеговский инсценировал мятеж в своих частях и якобы вопреки приказам командования аннексировал Виленский край. К этому времени Красная армия уже отступала к Минску и Киеву. Наиболее активные боевые действия шли в Латвии, где за власть с конца 17 года боролся Искалат, исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии. В феврале 18-го немцы заняли всю территорию страны, что заставило Искалат эвакуироваться в Москву и вскоре прекратить свою работу. До декабря 18 года Латвия входила в Объединенное герцогство Балтийское. С 11 ноября 1918, когда Германия подписала Компьенское перемирие, означавшее капитуляцию страны, основные немецкие силы стали покидать территорию Прибалтики. Однако по соглашению с Антантой часть войск оставалась в Балтийских республиках для сдерживания возможного советского наступления. Большую роль в боевых действиях 1919-го сыграла германская железная дивизия под командованием Рюдигера фон дер Гольца. Последняя сражалась в составе русской западной добровольческой армии Бермонта-Овалова, поскольку в противном случае Германию обвинили бы в вооруженной интервенции в Прибалтику вопреки Версальскому договору. Немцы играли и роль политических посредников. 18 ноября 1918 генеральный уполномоченный Германии в Прибалтике Август Винник принял участие в провозглашении независимой Латвийской республики. Месяц спустя уже латвийские коммунисты во главе с Петром Стучкой провозгласили установление советской власти. Латышские стрелки после Октябрьской революции, перешедшие на сторону большевиков, 3 января 1919 заняли Ригу. 10 дней спустя было объявлено о создании Латвийской социалистической советской республики. Коммунисты столкнулись с очень серьезным противником. На стороне латвийских националистов были Прибалтийский Ландесвер, Германская железная
железная дивизия, белые формирования князя Ливина и эстонская армия Лайденера. 22 мая они выбили Красную армию из Риги, куда вернулось правительство Латвийской республики. Сопротивление большевиков было подавлено, когда в январе 20 года латвийская армия заняла Даугавпилс и Резекне. 11 августа Советская Россия подписала мирный договор с Латвийской республикой, по которому признала независимость последней. Генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич имел большой авторитет как в России, так и во всем мире благодаря успехам возглавляемого им в годы Первой мировой войны Кавказского фронта. 5 июня 1919-го верховный правитель России адмирал Колчак утвердил Юденича в качестве верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами России на северо-западном направлении. В обмен на материальную помощь страны Антанты потребовали от Юденича официального признания независимости Эстонии. К началу июня белые вышли на подступы к Петрограду. Ленин полагал, что удержать восточные и южные фронты можно только ценой оставления города. Он не верил в возможность его обороны от натиска Юденича. Троцкий, срочно прибывший с юга, выступил решительно. Он резонно отметил, что падение Петрограда как подорвет моральный дух красноармейцев и окрылит белых, так и откроет Юденичу путь на Москву. Петроград следовало отстоять любой ценой, тем более, что Троцкий был уверен в том, что если белым и удастся ворваться в миллионный город, его жители будут сражаться за каждую улицу и каждый дом. Позднее он писал: «Наступление Юденича приурочено к такому моменту, когда нам приходилось и без того трудно. Деникин взял Орел и угрожал Туле, центру военной промышленности. Дальше открывался короткий путь на Москву. Юг привлекал все наше внимание». Большевики укрепили оборону Петрограда, довели численность своей группировки до 40 тысяч человек и 1 августа перешли в контрнаступление. Эстонцы проявляли пассивность и всячески выводили свои войска из-под ударов красных. Между русскими и эстонскими командирами возникали конфликты о взаимной подчиненности. Большевики воспользовались этим и 26 августа взяли Псков. Вторым немаловажным фактором провала летнего наступления северо-западной армии являлся низкий моральный дух ее бойцов, связанный с недостаточностью и низким качеством поставляемых от союзников в начале боевых действий вооружения и амуниции. Так, получив от правительства Колчака 1 миллион франков, генерал Юденич заказал 60 тысяч комплектов обмундирования для армии, которые не пропустила Великобритания. В то же время отряд светлейшего князя Ливина, прибывший из Латвии, был прекрасно вооружен и обмундирован немцами. Такую же щедрую помощь получала от британцев эстонская армия. Лишь с конца июля британцы перешли от исключительно словесной поддержки к конкретным поставкам, хотя полученное вооружение все равно не было готово к немедленному использованию и нуждалось в ремонте. Не последнюю роль в отсутствии у белых более значительной поддержки, особенно со стороны Финляндии, играл отказ верховного правителя адмирала Колчака признать ее независимость. Последний заявлял о том, что не имеет полномочий решать такие вопросы в обход учредительного собрания. На деле же он вряд ли был готов даже в такой тяжелой ситуации отступиться от принципа единства и неделимости России, которому следовали все белые вожди. Признание независимости Финляндии, безусловно, подорвало бы авторитет Колчака среди военных и консерваторов, на которых и опиралось его правительство. В октябре части северо-западной армии Юденича вновь перешли в наступление. К 20 числу они заняли Лугу, Гатчину, Царское Село и овладели Пулковскими высотами. Отдельные отряды завязали с красными бои у Ижорского завода, но недостаточная помощь союзников и трехкратное численное превосходство большевиков заставили белых начать 2 ноября 19 года отступление к границам Эстонии. 3 января 1920-го та подписала с Советской Россией мирный договор. Находившиеся на эстонской территории 15 тысяч бойцов северо-западной армии были схвачены и разоружены, из них 5 тысяч были отправлены в концлагеря. 22 января 2020 года северо-западная армия приказом ее главнокомандующего генерала Юденича была распущена. Добровольческая армия появилась на основе так называемой Алексеевской организации, созданной в конце 1917 года бывшим начальником штаба Ставки генералом Алексеевым. После Октябрьского переворота, исполняющий обязанности верховного главнокомандующего русской армии, генерал-лейтенант Духонин распорядился освободить генералов Корнилова, Деникина, Романовского, Маркова, Эрдели
и других, посаженных в Быховскую тюрьму министром-председателем Керенским. К февралю 1918-го численность добровольческой армии не превышала 4000 человек. Строго говоря, ее размеры были несопоставимы даже с размером дивизии. Отсутствие активной поддержки со стороны Дона заставило главнокомандующего добровольческой армии генерала Корнилова начать наступление на Екатеринодар. Он рассчитывал, что богатый край сможет дать необходимое продовольствие его бойцам и даст армии пополнение в лице кубанских казаков. Так начался первый кубанский ледяной поход, участники которого впоследствии по приказу генерала Деникина получили особо почетный наградной знак – меч в терновом венце, символизирующий мученичество и героизм первопоходников. Последние играли ведущую роль в вооруженных силах и политической жизни Юга России при Деникине. Неожиданно для добровольцев Екатеринодар оказался занят большевиками и прочно ими укреплен. Корнилов связывал с взятием города выживание армии, но атака превосходящего по силам противника стала бы для добровольцев самоубийственной, о чем неоднократно говорил главнокомандующему генерал Алексеев. Наступление на кубанскую столицу привело к катастрофическим для добровольческой армии потерям. Но 31 марта 1918 произошла самая главная потеря. Пущенный красными снаряд угодил в штаб генерала Корнилова и именно в ту комнату, где тогда находился главнокомандующий. Раненого Корнилова вытащили к реке, и вскоре он умер на глазах своих ближайших соратников. Было приказано скрыть вести о гибели главнокомандующего от армии хотя бы до вечера, но вся армия почти мгновенно узнала скорбную новость. Погиб человек, с которым добровольцы связывали спасение России и успех Белого дела. Командование войсками принял на себя генерал Деникин и приказал отступать от Екатеринодара. Искусно маневрируя, ему удалось вернуть армию на Дон, откуда пришли известия о казачьих восстаниях против большевиков. К началу мая 1918-го немецкий экспедиционный корпус занимал города Ростов, Таганрог, Миллерово и другие. 16 числа атаманом Всевеликого войска Донского был избран генерал Петр Николаевич Краснов. Последний, в отличие от Каледина и уж тем более от руководителей добровольческой армии, был сторонником создания независимого Донского государства, как говорил сам атаман, впредь до восстановления России. В своем выступлении на круге спасения Дона он заявлял: Дон стал совершенно одинок. Ему нужно впредь до восстановления России стать самостоятельным государством, завести свою казну, своих управляющих министерствами для того, чтобы каждый отдел народной жизни имел своего ответственного руководителя и ни в чем не было бы ущерба. Правда, при этом Дон становился бы германской марионеткой, подобно БНР и украинской державе, просившим кайзера Вильгельма о покровительстве. В обмен Краснов обязался поставлять продовольственные товары, в которых нуждались находившиеся на грани голода центральной державы. Вот фрагмент из письма Краснова Вильгельму. Атаман Зимовский, станицы нашей при дворе вашего императорского величества, уполномочен мною просить ваше императорское величество признать права Всевеликого войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних Кубанского, Астраханского и Тверского войска Северного Кавказа право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Дона-Кавказского союза. Просить ваше величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого войска Донского и других держав, имеющих войти в Дона-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной гвардии и дать возможность восстановить нормальные мирные отношения между Москвой и войском Донским. Все убытки населения войска Донского, торговли и промышленности, происшедшие от нашествия большевиков, должны быть возмещены Советской Россией. Таким образом, Краснов фактически отказывался от активной борьбы с большевиками в пользу нейтралитета Дона. Когда же кубанский атаман отправил Деникину присланную тому телеграмму Краснова с просьбой подписать декларацию Дона-Кавказского союза, Деникин отреагировал на последнюю не иначе как на проявление сепаратизма. Создание суверенного государства корни противоречило идее единой России. Создание вооруженных сил Союза, имеющих задачу борьбу с большевистскими войсками лишь на его территории, лишало всякого смысла жертвы добровольцев, приносимые во имя спасения России. На обвинение генерала Деникина в стремлении отделиться от России и в превращении Дона в германскую марионетку Краснов отвечал следующим образом. Его постоянно раздражала мысль, что войско Донское находится в хороших отношениях с немцами и что немецкие офицеры бывают у атамана. Генерал Деникин не думал о том, что благодаря этому добровольческая армия неотказно получает оружие и патроны, и
офицеры едут в нее через Украину и Дон совершенно свободно. Но он видел в этом измену союзникам и сторонился от атамана. Деникин понимал, что Германия находится на грани истощения и почти не имеет шансов на победу над Антантой. В ноябре 18-го Германская империя рухнула. Соглашение Вильгельма с Красновым о поставке немцами вооружений с русских военных складов в обмен на продовольствие потеряли свою силу. Донская армия оказалась на грани гибели, вследствие чего Краснов был вынужден признать ее подчинение Деникину. А 15 февраля 19 года покинул пост атамана войска Донского и уехал в Германию. Позднее он будет сотрудничать с нацистами и возглавит Главное управление казачьих войск. В 1947 году Краснов, наряду с еще одним коллаборационистом, кубанским генералом Шкуро, будет приговорен в Москве к высшей мере наказания. После того, как красные оттеснили Колчака за Урал, в командовании РККА начались споры относительно направления следующего удара. Если главком Восточного фронта Каменев настаивал на дальнейшем преследовании Колчака, пока тот не восстановил свои силы, то Лацетис и Троцкий считали, что от Деникина исходит куда большая опасность, и что как минимум часть сил необходимо перебросить с Восточного фронта на Южный. Егоров объяснял успех продвижения Деникина в Донбассе и Крыму и провал обороны красных растянутостью фронта, слабым тыловым снабжением, сомнительными боевыми качествами повстанцев Махно, эпидемиями, распутицей, бандитизмом в тылу красных, а также тем, что донские казаки отказались воспринимать основные принципы советской власти, преподносимые, по словам самого Егорова, сплошь и рядом в изуродованных формах. Негативную роль сыграли и частые эксцессы, возникавшие при продразверстке. Сказывалась и невозможность задействовать 9-ю армию из-за разлива реки Донца. Также Егоров отмечал лучшую организацию противника, его боевую устойчивость. Превосходство белых в кавалерии и богатая железнодорожная сеть западных территорий, подконтрольных ВСЮ, позволяла им, по словам Егорова, лучше использовать огромные пространства Южной России, маневрировать по внутренним операционным линиям. Восстания крестьян на территории Советской Украины открыли белым возможность наступления на Харьков. 20 июня ВСЮ начали охват города, но натолкнулись на сопротивление красных возле железнодорожных станций. Натиск удалось усилить с подходом дроздовцев под командованием полковника Туркула. По деревянному мосту они ворвались в центр города, где подавили огонь бронепоезда «Товарищ Артем». 25 июня основные силы добровольческой армии выбили советские войска из окраин Харькова. В городе прошел военный парад с участием главнокомандующего ВСЮ генерала Деникина. Взятие Харькова, где располагалась столица Советской Украины, имело большое психологическое и политическое значение для белых. На волне успеха командование ВСЮ приступило к разработке плана наступления на Москву. 3 июля 1919-го главнокомандующим вооруженными силами Юга России генерал-лейтенантом Деникиным была издана директива номер 08-878, получившая название «Московская директива». Ее основные положения сводились к следующему. Имея конечной целью захват сердца России, Москву, приказываю генералу Врангелю выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее Нижний Новгород, Владимир, Москву. Генералу Сидорину до выхода войск генерала Врангеля продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин-Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях Воронеж, Козлов, Рязань и Новый Оскол, Елец, Кашира. Генералу Маймаевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения Запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав-Брянск. Директива в стратегическом отношении предусматривала нанесение главного удара в кратчайших к центру направлениях – Курском и Воронежском, прикрываясь с запада движением по Днепру и к Десне. В психологическом она ставила ребром перед известной частью колебавшегося казачества вопрос об выходе за пределы казачьих областей. В сознании бойцов она должна была будить стремление к конечной, далекой, заветной цели. Москва была, конечно, символом. Все мечтали идти на Москву.
И всем давалась эта надежда. Врангель считал необходимым наступать на Царицын, дабы соединиться с Колчаком и предотвратить угрозу советского наступления во фланг добровольческой армии, сосредоточенной на Донбассе. В этом вопросе с ним солидарен и Кокорин, критиковавший отказ Деникина от соединения с Колчаком в пользу удара на Москву. Как писал затем Врангель в своих записках, все принципы стратегии предавались забвению. Выбор одного главного операционного направления, сосредоточение на этом направлении главной массы сил, маневр – все это отсутствовало. Каждому корпусу просто указывался маршрут на Москву. Егоров также критиковал тезис Деникина о том, что Москва была объединяющим символом для всех антибольшевистских сил Юга России. В частности, главнокомандующий ВСЮ, безусловно, рассчитывал на то, что донским и кубанским казакам не останется никакого иного выбора, кроме как идти на столицу вместе с добровольцами, отодвинуть на вторые роли свои стремления вернуться в родные станицы. Донская армия играла одну из центральных ролей в наступлении на Москву, поддержанная с флангов Кавказской и частью сил добровольческой армии. Как пишет сам Егоров, Донцов и кубанцев должна была тянуть небольшая офицерская армия, сильно разбавленная текучим крестьянским элементом, против действительно движущих сил революции, которые таили в себе еще огромные силы, как сильно сжатая пружина. Если Егоров считал, что у белых отсутствовала внутренняя боевая спайка между офицерством и крестьянской массой, переходившей от одной стороны к другой и наоборот, то Кокорин также писал, что деникинцы не могли рассчитывать на пополнение по мере все большего проникновения в Центральную Россию. Главком ВСЮ, исходя из логики гражданской войны и полагая, что длительная оборона на занятых рубежах может дать и противнику время собраться с силами, по сути ставил все ва-банк, рассчитывал на то, что у командования РККА сдадут нервы и большевистский фронт рухнет. Деникин считал, что у него нет иного выбора в сложившейся ситуации. Поражение привело бы не только к развалу Южно-Русского фронта, но и подорвало бы политический авторитет главнокомандующего среди и без того не слишком лояльных донцов и кубанцев. Среди крестьян также росло недовольство режимом Деникина, который откладывал долгожданное решение аграрного вопроса передела помещичьих земель до созыва учредительного собрания. Мы занимали огромное пространство, потому что, только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно его сил. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила. Истощенный многими мобилизациями Северный Кавказ уже не мог питать надлежащую армию, и только новые районы, новый прилив живой силы могли спасти ее организм от увядания. Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Командование РККА и руководство Южного фронта сделали вывод, что мало или поздно наступательный прорыв противника исчерпает себя. Начало советского контрнаступления было запланировано на 1-10 августа. Егоров отмечал, что основная цель операции заключалась в охвате главных сил ВСЮ с флангов, в первую очередь с правого берега Волги, и разгроме противника еще до того, как тот успеет отступить на Северный Кавказ. 9-я и 10-я армии наступали со стороны Среднего Дона, а 8-я, 13-я и 14-я армии наносили удар на Новочеркасск, один из ключевых политических центров ВСЮ. 11-й армии, расположенной на Средней Волге, предназначалась роль стратегического резерва. Председатель Реввоенсовета Троцкий считал, что удар по Кубани является неосторожным шагом, способным настроить местное казачество против большевиков. У последнего не осталось бы иного выбора, кроме как защищать родные станицы вместе с деникинскими войсками. С ними был солидарен и Егоров, считавший ошибочным игнорирование добровольческой армии при планировании наступления через Донскую область на Кубань, главную материальную базу деникинцев. Как писал сам Троцкий, наше главное командование подошло к разрешению проблемы Южного фронта как к абстрактно-стратегической задаче, игнорируя ее социальные основы. Если Деникин не мог поднять казачество на далекий поход против севера, то, ударив по казачьим гнездам с юга, мы помогли Деникину. Отныне казаки не могли уже защищаться только на своей собственной земле. Мы сами связывали их судьбу с судьбой добровольческой армии. Зная о подготовке большевистского
успешного контрнаступления командование ВСЮР приказало 4-му Донскому казачьему корпусу генерал-лейтенанта Мамонтова совершить разгромный рейд по большевистским тылам. Этот упреждающий удар был весьма успешен и позволил оттянуть наступление красных на 2 месяца, а в сентябре-октябре 19-го белые заняли Воронеж, Орел и приблизились к Туле. Казалось, что Южный фронт РККА разваливается. Для большевиков положение было столь критическим, что те приступили к эвакуации правительственных учреждений из Москвы в Вологду, а в самой столице создали Московский подпольный комитет партии. Однако в это же время тылы ВСЮР были разрушены рейдами повстанческой армии Махно, для подавления которых пришлось снимать войска с фронта под командованием генерала Шиллинга. Отсутствие достаточных резервов, проблемы в тылу, отказ иностранных держав от более активной поддержки, в частности той же Польши, о которой подробнее мы поговорим далее, и ослабление наступательного порыва привели к тому, что распыленные на многие тысячи километров войска Деникина не смогли сдержать мощный большевистский натиск, и в середине октября фронт ВСЮР начал откатываться на юг. К концу года белые оставили Харьков, Киев, Донбасс и Ростов-на-Дону. 6 ноября 1919 представитель Деникина генерал Слащев подписал Зятьковские соглашения с командующим украинской Галицкой армией генералом Мироном Тарнавским. Последнее, находясь под натиском Польши и не получая поддержку от УНР, признало свое подчинение главнокомандующему ВСЮР, а правительству Западноукраинской Народной Республики было предложено на время перебраться в Одессу. Украинская историография назвала Зятьковские соглашения листопадовой катастрофой. Их подписание вызвало негодование петлюровской директории и привело к фактическому расторжению акта злуки с УНР и ЛНР 22 января 1919 года. Соглашение с галичанами не помогло белым исправить положение на фронте. В феврале-марте 20-го красные выбили войска Деникина из Кубани, и те начали эвакуацию из Новороссийска в Крым. Эвакуация проходила в панике, несколько сот человек погибло. Большая часть донских и кубанских казаков сдалась в плен красным или перешла к зеленым. Чувствуя, что он теряет авторитет в армейском руководстве, 4 апреля 1920-го генерал Антон Иванович Деникин подал в отставку с поста главнокомандующего вооруженными силами Юга России и передал дела командующему Кавказской армией генералу Петру Николаевичу Врангелю. Вместе со своим начальником штаба генералом Иваном Павловичем Романовским Деникин отправился в Константинополь. Говоря об антибольшевистском сопротивлении на юге России, нельзя не разобрать политику Деникина. В своих воспоминаниях в очерках «Русской смуты» он отмечал, что в начале создания добровольческой армии в конце 17 года промышленники и капиталисты не особенно охотно жертвовали средства белым. Генералу Алексееву приходилось на первых порах содействовать как свои личные сбережения, так и деньги, взятые в долг у знакомых. Донские и кубанские казаки не горели желанием помогать добровольцам, хотя в их распоряжении были немалые продовольственные запасы. Складов же с вооружением на юге было куда меньше, чем в Центральной России. В тяжелейших условиях белым удалось создать не такую многочисленную, но боеспособную армию, могущую противостоять РККА. Подконтрольные белым территории Юга России были разделены на области, во главе которых стояли главноначальствующие из числа военных. Правительство генерала Деникина именовалось особым совещанием, располагалось в кубанской столице Екатеринодаре, ныне Краснодар. Когда ВСЮР стали одерживать крупные победы, буржуазия предоставила Деникину петицию о возвращении конфискованных советской властью капиталов, фабрик и латифундий. Как отмечал сам Антон Иванович, это значило принять на государственное содержание класс крупной буржуазии, в то время как нищая казна наша не могла обеспечить инвалидов, вдов, семьи воинов и чиновников. Деникин подавил донской сепаратизм и заставил главного сторонника союза с Германией, атамана Петра Краснова, покинуть Россию. Однако имелись и другие проблемы. Кубанская Рада не горела желанием признавать власть Деникина. Сепаратизм сохранялся и среди горцев Кавказа, с которыми ВСЮР неоднократно вступали в столкновения. Генерал не был политиком, ему тяжело было справиться с нескончаемой коррупцией, слабо развитым патриотизмом у тех же донцов и кубанцев. С другой стороны, как признавал сам Деникин, его правительство не всегда с уважением относилось к народным избранникам, законодателям и министрам тех же Дона и Кубани, что также затрудняло политический диалог. Впрочем, генерал отмечал и другое. Ни одна из наших попыток установления государственной связи не увенчалась успехом.
Нам не было предъявлено к тому же ни одного контрпроекта со стороны кубанских правителей, если не считать неприкрытого пожелания полного невмешательства главного командования в дела Кубани. Последнее было бы, быть может, и спасительным, но, к сожалению, невыполнимым. Кубань волею судьбы являлась нашим тылом, источником комплектования и питания Кавказской армии и связующим путем как с Северным Кавказом, так и с единственной нашей базой Новороссийском. Главнокомандующему ВСЮ приходилось идти на ситуативный союз с Нестором Махно, лидером анархистов, воевавших как с белыми, так и с большевиками. Деникин был также вынужден считаться и с противоречиями в политических взглядах офицерства ВСЮ. Его составляли и демократы, и эсеры, и монархисты, и сторонники военной диктатуры. Как говорил сам генерал, если я выкину республиканский флаг, уйдет половина добровольцев. Если я выкину монархический флаг, уйдет другая половина. А надо спасать Россию. Сохранять повсеместную дисциплину на фронтах, размер которых по мере успехов ВСЮ становился все больше, не представлялось возможным. Офицеры Деникина отвечали на жестокость красных своей жестокостью, от чего страдало местное население. Если изначально белых и встречали как освободителей, то затем, наблюдая злоупотребление военных и хаос в гражданском управлении, местное население все чаще стало переходить на сторону красных. Первые же шаги нахождения государственного строя на обломках прежнего, поросших большевизмом, различаясь внешними формами, большей или меньшей радикальностью и демократизмом содержания, худшей или лучшей организацией, имели везде одну, проникавшее существо их черту. Они направляли народную жизнь в старое русло. Одни в нетронутое, затянутое тином, другие в расчищенное, углубленное, но все же прежнее. В расчете на то, что над страной пронеслась только буря, опрокинувшая и сломавшая реальные ценности, накопленные веками, трудом и разумом поколений, а не наступил глубокий процесс, переродивший духовную природу и психологию нации. Боевые действия гражданской войны шли также в Туркестане. После антибольшевистских восстаний в Сибири и Поволжье здесь образовались Алашская и Каканская автономии, а Хивинское и Бухарское ханство, ранее бывшие вассалами Российской империи, де-факто стали независимы. Большевики же в апреле 18-го образовали Туркестанскую ССР и сформировали Туркестанский фронт, задача соединения с которым была одной из важнейших для советского командования в течение 1918-19 годов. На территории сегодняшнего Туркменистана действовало Закаспийское временное правительство, в котором преобладали эсеры и меньшевики. 19 августа 1918 оно заключило соглашение с руководителем британской военной миссии Уилфредом Маллисоном, которое позволило интервентам вывозить металлы и драгоценности, нефть и заводское оборудование, контролировать судоходство и нефтяные промыслы. Также британцы получали Каспийский флот, контроль над Красноводском и Закаспийской железной дорогой. В апреле 19-го они передали контроль над Туркестаном вооруженным силам Юга России. В составе последних была образована Туркестанская армия. Попытки последней наступать из Красноводска на Ташкент и Верный при поддержке отрядов Хивинского хана провалилась. Красные нанесли упреждающий удар с востока на Ашхабад через Байрам-Али. 14 сентября красные разбили Южную армию Колчака и Оренбургскую армию атамана Дутова, заняли Оренбург и соединились с Туркестанским фронтом. Затем РККА разбила Уральскую армию и войска Алаш-Орды, ликвидировала сопротивление белых в Семиречье. К началу 20 года остатки туркестанской армии оказались окружены у Красноводска и были вынуждены эвакуироваться через Каспийское море в Дагестан. 4 апреля часть военных и гражданского населения во главе с командующим Уральской отдельной армией генерал-лейтенантом Толстовым поставила форт Александровский и начала поход вдоль восточного побережья Каспийского моря в Персию. Гораздо дольше большевикам сопротивлялись басмачи. Британские историки сегодня сами подтверждают факт поддержки Лондоном антисоветских движений в Средней Азии после окончания гражданской войны. Борьба большевиков с ними продолжалась до конца 30-х годов, а по некоторым данным и до 42-го года, когда уже шла Великая Отечественная война. Еще 23 декабря 1917-го британские и французские дипломаты заключили соглашение о разделе сфер влияния в Южной России. Если Лондон претендовал на влияние в Закавказье и казачьих областях, то Францию интересовали Украина, Крым и Бессарабия, на которую также претендовала Румыния. Последняя в начале 18 года оккупировала Бессарабию и так и не выполнила обещание оставить регион, данные Верховным
Верховной коллегии Антанты. В целом, соглашение, как заявляли Лондон и Париж, было направлено против центральных держав и не предполагало вооруженной борьбы с большевиками. Лимитрофные образования на окраинах бывшей Российской империи не получали официального признания, что, впрочем, не мешало Западу оказывать им поддержку. Егоров полагал, что Британия совершенно не была заинтересована в восстановлении единой и неделимой России, к чему стремились белые вожди. В то же время в британском истеблишменте не вызывал споров вопрос о необходимости поддержки лимитрофных государств на окраинах бывшей Российской империи. Лондон направлял свои экспедиционные силы в Прибалтику, Северную область генерала Миллера, Закавказье и Среднюю Азию. Общую численность интервентов весной и летом 1919 года Николай Евгеньевич Кокорин оценивал в 300 тысяч человек, из них 50 тысяч британцев и 20 тысяч французов. Либералы во главе с Ллойд Джорджем стремились одержать победу в большой игре, которую Лондон вел с Петербургом, начиная с 19 века, и боролся за контроль над Закавказьем и Средней Азией. Впрочем, общественное мнение Британии было не так однозначно в своих оценках ситуации в России. В своей книге «Сибирь, союзники и Колчак» Георгий Константинович Гинс, входивший в Совет министров российского государства, приводит обращение британского народа русским патриотам, принятое на митинге в Трафальгарском сквере в Лондоне в присутствии 50 тысяч человек. Вот его фрагмент. Мы обязуемся перед всеми русскими патриотами, пострадавшими за общее союзное дело и ныне сражающимся за возрождение своей Родины, что мы станем с ними плечом к плечу в их борьбе, что их борьба будет нашей борьбой, как их свобода будет нашей. Министр вооружений, а затем и военный министр Великобритании Уинстон Черчилль был сторонником поддержки белых армий, считался непримиримым врагом большевизма. После того, как поражение белых стало очевидно, Черчилль как мог оттягивал вывод британских войск из России до 1920 года. Впоследствии он стал автором знаменитой фултонской речи о железном занавесе над Европой, которая фактически положила начало холодной войны Запада с Советским Союзом. Куда больший и конкретный интерес к восстановлению целостности России проявляла Франция, желая в ее лице получить противовес как Германии, так и Британии. Рассчитывал Париж и на уплату русским правительством долгов по кредитам и займам, взятым в годы войны. Французские генералы стремились к руководству всеми антибольшевистскими силами в России, подчинению Деникина и Колчака своему командованию. Помимо этого, генерал Жанен предлагал Колчаку передать золотой запас страны на хранение союзникам, на что получил категорический отказ. Адмирал заявил, что союзникам не доверяет и скорее отдаст золото большевикам. Неудивительно, что в январе-феврале 20-го Франция и подчиненный ей Чехословацкий корпус не сделали ничего для спасения Колчака от охотившихся на него большевиков и эсеров. До победы над Германией Антанта была заинтересована в помощи антибольшевистским силам, поскольку те были готовы выполнять союзнические обязательства России. Однако после 18 года поддержка белых со стороны Запада стала ослабевать. Деникин считал, что французы помогали затем правительству Юга России Врангеля и даже признали его де юре только ради спасения Польши во время войны той с большевиками. ВСЮР не получали от Парижа достаточного снабжения боеприпасами, которые в самой Франции уже составляли стеснительный хлам, не окупавший расходов на его хранение и подлежавший спешной ликвидации. Даже те небольшие запасы, которые французы соглашались поставить белым, те получали в обмен на обязательство поставить продовольствие на соответствующую сумму. По словам самого генерала, это обстоятельство придавало всей политике Франции в русском вопросе характер нерешительности, неустойчивости, беспочвенного гадания, отсутствия той доли риска, которая законна и неизбежна во всяком большом политическом предприятии. В итоге мы не получили от нее реальной помощи, ни твердой дипломатической поддержкой, особенно важной в отношении Польши, ни кредитом, ни снабжением. В ответ на вопросы об интервенции в Россию правительство США заявляло о том, что военное вмешательство скорее принесет России вред, нежели помощь в ее тяжелом положении. Гинс приводит в своей книге отрывок из заявления американского правительства. Вмешательство в дела России для нанесения удара Германии может, скорее всего, явиться способом использования России, нежели оказанием ей помощи. Состояние русского народа будет употреблено на содержание иностранных армий, а не на реконструкцию ее армии и прокормление населения. В августе 18-го американцы направили в Россию экспедиционный корпус «Сибирь», который под
данным советского военного историка и педагога Николая Евгеньевича Кокорина, насчитывал лишь 7 тысяч человек и охранял участок Транссиба от Владивостока до Уссурийска. Возглавлял корпус генерал Уильям Сидней Грейвс, проводивший, как и атаман Семенов, карательные операции против красных партизан и репрессии против местного населения. Полноценного участия в боевых действиях корпус не принимал вплоть до своего отбытия на родину в 1921 году и в соответствии с заявлением Грейвса занимал нейтралитет в противостоянии белых и красных. Для США большевики были не более чем одной из политических партий России. Американский контингент находился на Дальнем Востоке совместно с 3 японскими дивизиями. Вопреки заявлениям о том, что японцы вводят войска исключительно для обеспечения безопасности местного населения, те также занимались грабежом русских полезных ископаемых. Восстановленная в 1918 году Польша желала вернуть дораздельные границы 1772 года. Начальник польского государства, бывший социалист-революционер Юзеф Пилсудский, предлагал создание конфедерации Междуморья для установления польского господства в Восточной Европе, создание противовеса влиянию Франции в регионе, а также сдерживание реваншизма Германии и Советской России. Пилсудский не стал оказывать поддержку Деникину в его наступлении на Москву, поскольку польского диктатора вполне устраивала победа в гражданской войне большевиков с их признанием права народов на самоопределение. Белые же стремились к восстановлению единой и неделимой России. К тому же, на наш взгляд, Пилсудский благодаря большевикам укреплял свой авторитет в Европе и заставлял западных союзников оказывать военную и экономическую помощь Польше. Вряд ли бы она могла на нее рассчитывать в случае победы в гражданской войне в России белых, которые, в отличие от красных, имели международное признание странами Антанты. Переговоры между Деникиным и главой польской делегации генералом Александром Корницким зашли в тупик, поскольку Деникин не был готов признать суверенитет Польши и призывал последнюю передать России Подолье и Волынь. Любопытно, что одновременно польские политики вели работу по созданию так называемого Российского национального комитета, правительства демократической России, которое по замыслу Варшавы признало бы независимость как самой Польши, так и Украины. Уже после разгрома войск Деникина Пилсудский дал добро на создание в Польше из числа русских военнопленных Третьей русской армии, номинально подчинявшейся генералу Врангелю, который был федералистом и склонялся к компромиссу с Польшей. 24 апреля 1920-го польско-украинские войска перешли в наступление и 7 мая заняли Киев. Троцкий отмечал, что советская Россия не была готова к войне с Польшей после 3 лет непрерывной гражданской войны и стремилась всячески ее избежать. Он писал: «Мы искренне хотели мира. Пилсудский навязал нам войну. Мы могли вести эту войну только потому, что широкие народные массы изо дня в день следили за нашей дипломатической дуэлью с Польшей и были насквозь убеждены, что война нам навязана, и ни на йоту не ошибались в этом убеждении». Критическое положение на фронтах заставило советское руководство обратиться к офицерам еще не разгромленной армии Врангеля с призывом вступать в Красную армию для спасения Отечества от внешнего врага. Обращение выпустил в прошлом знаменитый генерал кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, один из соавторов плана наступления в Галиции в 16 году, которая едва не поставила Австро-Венгрию на грань поражения в Первой мировой войне. Сам Брусилов не желал участвовать в гражданской войне и позиционировал себя как беспартийного, но считал своим долгом помочь родине в критический час ее истории. На принципиальных противников советской власти обращение Брусилова не произвело должного эффекта. Они восприняли данный шаг генерала как предательство. Получив подкрепление, советские юго-западный и западный фронты перешли в контрнаступление, освободив от поляков Виленский край, затем переданный Литве, территорию Белоруссии, правобережную Украину и часть Галиции. Красная армия приблизилась к Варшаве и Львову. В Москве шли ожесточенные споры о выборе направления главного удара. Поляки просили мира, а министр иностранных дел Британии лорд Кирзон предлагал принять новые границы между Польшей и Советской Россией. Последняя получила бы Западную Белоруссию и Западную Украину, жители которых тяготились многовековым господством польских панов и помещиков. Троцкий считал необходимым принять эти условия. На дальнейшее ведение войны у Советской России могло бы не хватить сил, особенно если иметь в виду еще не разбитые на тот момент очаги сопротивления большевикам в Крыму и на Дальнем Востоке. Председатель Реввоенсовета боялся, что если сейчас не остановить войну, Красная армия
армия может пройти мимо победы к поражению. Ленин же настаивал на продолжении наступления на Варшаву, дабы свергнуть Пилсудского и передать власть в стране польским коммунистам во главе с Дзержинским и Мархлевским. Он руководствовался политическими соображениями. Только захват Польши мог бы содействовать успеху коммунистической революции в Германии и придать новый импульс борьбе коммунистов за власть в Венгрии. Это же сознавали и западные державы, щедро снабжавшие Польшу вооружением и боеприпасами. Франция же направляла в страну своих военных советников, участвовавших в оперативном планировании Генштаба войска польского. В своей работе «Успехи и трудности советской власти» Ленин писал: «Победить в мировом масштабе полностью, окончательно нельзя в одной России, а можно только тогда, когда во всех, по крайней мере, передовых странах или хотя в нескольких из крупнейших передовых стран победит пролетариат. Только тогда мы сможем с полной уверенностью сказать, что дело пролетариата победило, что наша первая цель – свержение капитализма достигнута». Опасения Троцкого были не напрасны. Поляки сосредоточили ударный кулак возле реки Вепши и атаковали ослабленный участок фронта, что вскоре заставило все силы Западного и Юго-Западного фронтов отходить на восток, дабы избежать окружения. К октябрю 20-го боевые действия фактически завершились. Обе стороны вернулись к довоенным границам. Рижский мирный договор 18 марта 21-го прекратил состояние войны между Советской Россией и Польшей. Большевики согласились вернуть последние все научные и культурные ценности, вывезенные из Польши, начиная с 1772 года. Они также выплатили компенсацию в Варшаве в 30 миллионов золотых рублей за вклад царства польского в экономическое развитие Российской империи и передали Польше имущество еще на 18 миллионов. Кроме того, Польша сняла с себя свою часть долговых обязательств бывшей Российской империи. Ни одна из сторон не добилась изначально поставленных целей. Пилсудский потерпел поражение в деле создания Междуморья, поскольку немалая часть белорусского и украинского населения проявляла симпатии к большевикам, а новообразованные государства Восточной Европы не захотели жертвовать хотя бы частью своего суверенитета в угоду польским амбициям. Но и советское руководство оказалось обмануто в своих ожиданиях. Польские рабочие и крестьяне поддержали свое национальное правительство и ожесточенно сражались против Красной армии. Та не успела выйти к границам с Германией и поддержать выступление немецкого пролетариата, на которые Ленин возлагал огромные надежды. Бойцы фрайкоров, состоявшие из ветеранов Первой мировой войны и националистов, восстановили порядок в стране. Под управлением генерала Врангеля, переименовавшего вооруженные силы Юга России в русскую армию, осталась небольшая территория в Крыму и Северной Таврии. Врангель публично расстреливал и вешал офицеров, обвиненных военными трибуналами в тяжких преступлениях, дабы восстановить дисциплину в войсках. Главнокомандующий русской армии искренне стремился наладить сотрудничество с православной церковью. По мере возможности посещал службы в морском соборе Севастополя, учредил орден святого Николая Чудотворца. Правительство на контролируемой русской армией территории возглавлял Александр Васильевич Кривошеин, во многом повторявший реформы Петра Аркадьевича Столыпина. Крестьяне, так же как и во времена Столыпина, имели возможность выкупать на выгодных условиях земли помещиков. Они доминировали в волостных земствах, органах местного самоуправления. Однако в целом военная и политическая обстановка для белых к тому времени уже была безнадежна. Осенью 20 года войска большевиков под командованием Фрунзе перешли в наступление, прорвали слабую оборону белых на Перекопе и вскоре заняли весь полуостров. Более 150 тысяч человек эвакуировалось из Крыма на всех доступных судах к Константинополю, где находились войска Антанты. Оставшиеся на полуострове были жестоко казнены большевиками, вопреки обещанию Фрунзе сохранить жизнь добровольно сдавшимся в плен. Забайкальская казачья республика, также известная как Забайкальская белая государственность, просуществовала с 1918 по 1920 год на территории Забайкалья, региона, простирающегося к востоку от озера Байкал. После свержения советской власти в Чите 25 августа 1918 года был создан Временный областной орган власти, который признал Временное сибирское правительство. В сентябре того же года в Читу прибыл атаман Григорий Семенов, который при поддержке японского командования начал закреплять свою единоличную власть. Он стал командующим отдельной восточно-сибирской армией и был избран войсковым атаманом. Вскоре стало очевидно, что Семенов фактически правил Забайкальем как независимый диктатор, не подчиняясь сибирскому правительству Колчака. Но уже 19 октября 1920 года японцы оставили Забайкалье. И в тот же день части Амурского фронта Народно-революционной армии Дальневосточной Республики
республики, НРА-ДВР, начали новое наступление на Читу. К концу октября 1920 года все Забайкалье было занято Красной армией, что ознаменовало конец Забайкальской казачьей державы атамана Семенова. Дальневосточная республика, ДВР, была независимым государством с апреля 1920 по ноябрь 1922 года. Ее экономика сочетала элементы рыночной и плановой систем с уклоном в социализм и доминированием социалистического сектора. ДВР была провозглашена на Дальнем Востоке России и фактически являлась подконтрольным гарнизоном Советской России. Экономическая модель ДВР опережала введение новой экономической политики НЭП на целый год. Она стала плодотворным экспериментом, объединившим идеи социализма с элементами рыночной экономики, что отразилось на развитии региона. Этот период также оказал влияние на последующие экономические реформы в Советской России, подталкивая к поиску баланса между централизованным контролем и свободой предпринимательства. Этот период также оставил след в политической и социальной истории Дальнего Востока, подчеркивая сложности и противоречия переходного периода от военного коммунизма к более гибким формам экономического управления. Присоединение ДВР к РСФСР началось с установления тесного экономического союза между двумя республиками в начале 1922 года. 22 февраля 1922 8 республик, в том числе ДВР, подписали протокол, которым передали правительству РСФСР права представительства своих интересов на Генуэзской конференции. 30 августа 1922 был заключен договор между ДВР и РСФСР, согласно которому граждане ДВР, проживавшие в РСФСР, получили равные права с гражданами РСФСР. Таких договоров было довольно много, но уже 14 ноября 1922 года командиры частей НРА-ДВР от имени Народного собрания ДВР обратились с просьбой включить Дальневосточную республику в состав РСФСР во ВЦИК, который через несколько часов 15 ноября 1922 года включил республику в состав РСФСР как Дальневосточную область. События 1917-22 годов стали одной из величайших трагедий в российской истории. Россия пережила за это время развал империи, две революции, братоубийственную гражданскую войну, гибель огромного количества людей, крах экономики и промышленный застой. Долгое время назревавший политико-социальный кризис поставил страну на край гибели. Гражданская война разделила российское общество. До сих пор между сторонниками большевизма и белого движения идут ожесточенные споры о причинах войны. Сохраняются идеологические разногласия, которые не обходят стороной даже историческую науку. Белые могли победить в гражданской войне в России только при быстрых и, главное, хорошо скоординированных действиях армий Колчака, Деникина и Юденича. Взятие Петрограда белыми лишило бы большевиков выхода в Балтийское море, открыло бы путь на Москву с востока. Своевременное же установление связи между Деникиным и Колчаком в районе Саратова и Царицына позволило бы как нанести удар на Москву с юга и побережья Волги, так и лишить туркестанских коммунистов надежды на прорыв блокады. Немаловажную роль также мог бы сыграть и удар поляков с запада по позициям большевиков. Последние вряд ли бы смогли выдержать одновременный натиск с 4 фронтов. Впрочем, говорить о шансах белых на победу в гражданской войне можно весьма условно. Помимо чисто экономических причин, отсутствия развитой военной промышленности на окраинах России и зависимость от иностранных кредитов, порой вынуждавшая белых вождей мириться с грабежом интервентами ресурсов страны, они заметно уступали большевикам в искусстве политической пропаганды. Не обещали крестьянскому большинству населения России дать землю и не заявляли о том, за какую же именно Россию они сражаются – демократическую или монархическую, федеративную или унитарную. Не заявляли потому, что представители антибольшевистских сил были по своему социальному, национальному и политическому составу крайне неоднородны. Население со временем стало убеждаться в том, что под лозунгами непредрешения, передачи решения судеб России учредительному собранию на деле проводится реставрация старых порядков. Не все руководители белого движения понимали, что происходящее в стране является не временной смутой, а влечет за собой начало полной трансформации России. Не все осознавали, что так, как было раньше, больше не может быть и не будет. Любая война в любой стране мира ускоряет политико-социальные процессы, но особенно быстро это происходит в войну гражданскую. Большевики не стеснялись никаких обещаний рабочим и крестьянам, представителям национальных автономий. Ради удержания власти они оказались готовы даже подписать Брестский мир, отторгнувший от России огромные территории. Опираясь на рабоче-крестьянское большинство, они сплотили общество вокруг как внешнего врага лице интервентов, коими сначала были центральные державы, а затем и страны Антанты, так и внутреннего в лице антисоветски настроенной интеллигенции, офицерства, буржуазии и оппозиционных партий. Создание новой политизированной рабоче-крестьянской Красной армии
армии, возглавляемой партийными комиссарами и военными специалистами из числа бывших царских офицеров, всеобщая мобилизация и военная подготовка рабочих и крестьян, максимальное использование промышленных мощностей Центральной России в целях восстановления сельского хозяйства и вооружения разрастающейся Красной Армии – все это также сыграло важнейшую роль в победе большевиков в гражданской войне.